Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад на неделю с 7 по 13 октября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, но при этом, безусловно, будем реалистами. Любой прогноз о личной истории, о всех перипетиях вашей жизни не расскажет. Мы вместе предполагаем с вами, размышляем и допускаем альтернативные варианты развития событий. Вот давайте узнаем, что по мнению карт, какая энергетика нам предстоит на этой неделе. И первую карту, которую мы достанем и назовем, что нужно знать. Далее, как Таро карту, неожиданность. Это то, что мы не предполагаем. Что вам может помешать, мои дорогие? Что же вам будет помогать на этой неделе? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, документы, учеба, согласование, контракты, энергия денег, личная жизнь, как видят карты. И достанем карту совет. Что же нужно, что же важно знать. Знаете, по двойке жезлов всегда проходит некоторая ситуация из прошлого и одновременно выбор. Она может говорить о том, что мы так слишком задержались в своем выборе, и выбор делать придется. Одновременно мы направо и налево не пойдем. Поэтому у кого-то проиграется выбор, у кого-то может проиграться ситуация из прошлого. Она все равно сводится каким-то образом, что выбор делать нужно. Или, как по крайней мере, определиться с чем-то вам придется. Двойка жезлов – это когда мы словно замерли в нерешительности. Может быть, просчитываем один вариант, второй вариант. Непонятно еще, как будут развиваться события, или мы находимся в ожидании. Давайте откроем следующую карту и узнаем, что же неожиданность. Знаете, мы можем, к примеру, по двойке жезлов рассчитывать на кого-то, или нам кто-либо что-то пообещал, и мы находимся в ожидании, правда? Когда проявится, к примеру, человек, или решится какой-то вопрос, а нам по карте отшельник говорят: а ты предположишь, что вообще каким-то третьим вариантом ты решишь вопрос, проблему, и придется тебе идти одному. Это один из вариантов мною предложенных. Здесь также это может свидетельствовать, вот эти две карты, о том, что два пути, да, или с чем-то определиться. Тогда карта будет говорить, может быть, ты что-то выберешь из этих двух вариантов, к примеру. Ну, у кого-то вариантов и больше. Но вот если больше, значит, альтернативный будет третий, как минимум. А если из двух, тогда просчитай, как ты будешь действовать сам, если что-то пойдет не так. По аркану отшельник всегда следует идти, ну, как бы слушать шестое чувство свое. Ведь это великий мудрец, это духовная карта. К нему как раз обращаются распутать какие-то сложные гордиевые узлы или какие-то проблемы. Он мудро смотрит на жизнь, он прекрасно понимает, есть вещи, которые я не могу изменить, но есть и то, что изменить в моих силах. Может быть, вот эти два направления, то, что я изменить не могу, и то, что изменить в моих силах, вам придется определить. Поэтому после сконцентрироваться как раз на своих возможностях. Второе, неожиданность. Если мы сказали и достали карту отшельник, это о чем? Вам никто не мешает, но и никто не помогает. Вот где-то примите это во внимание. И всегда отшельник идет с фонарем. И это не что иное, как интуиция. Что такое интуиция? Это прекрасный тандем нашего интеллекта и прежнего какого-то опыта. Опыта безэмоционального. Когда мы уже точно знаем, что вот если делать или поступать таким образом, мы получим какой-то конкретный вариант. Так вот, мы не должны где-то застрять в прошлом, но должны двигаться вперед. И именно вот интеллект или допустить альтернативные варианты развития событий мы определенно должны. И этот фонарь по преданию включается вовремя. И у отшельника включился вовремя, и он видит змею. Поэтому какие-то подводные течения, рифы вы должны, ну, если не разгадать, то, по крайней мере, предполагать, как я буду действовать, если ситуация как-то начнет меняться. Вообще спокойная карта, повторюсь, вам никто не мешает. И если вот эта змея
то это ведь аллегорически, это могут быть просто обстоятельства, на которых мы действительно не влияем. А бывают обстоятельства в наше сложное турбулентное время, они, знаете, такие какие-то хаотичные или путанные, разобраться сложно. И часто вот как раз интуиция помогает вам, мои дорогие девы, учиться слушать свою интуицию. Это до конца 2024 года, это задача номер раз. И на последующие полгода 25-го это тоже в центре внимания, потому что как будто дева должна выполнить свою миссию, и она будет исходить из того, когда вы услышите самого себя. И не случайно, наверное, король Пентаклей у нас выпадает, по сути, это ваша карта. И даже если меня смотрят девочки, мои дорогие девочки, значит, это вы в более мужских таких энергиях. Где-то более жестких, где-то более продуманных, более ответственных. Не расслабишься, нет. Но и в то же время в позиции, что может помешать. Король Пентаклей, великий консерватор. Вам нельзя быть консерватором, потому что мы уже сказали, выбор приходится делать. А консерватизм – это не о выборе, это больше о повторении пройденного. А здесь где-то прошлый опыт должен уберечь от ошибок, но не должен создать новые. Поэтому рассматривайте самые разные варианты, что вам преподносит жизнь. И будьте где-то готовы к новым событиям, к каким-то новостям неожиданным. И вот эта мудрость ваша, природная, кстати, мои дорогие девы, ваш знак очень мудрый, мудрых людей и правильных решений. Вот это ваше все, в этом ваша сила. Но вот как будто эти качества на этой неделе вам могут и понадобиться. Что вам будет помогать? А потому что, посмотрите, перемены. Отшельник открыт переменам. Он как раз не хочет застоя. Он идет медленно, кстати. Он никуда не летит, не торопится. Но он ничего и не сохраняет. Ведь это дервиш. Для него какая-то истина дороже. А король Пентаклей, наоборот, все сохраняет. Он где-то про кубышку больше. Но, видимо, что-то будет меняться. И карта колесницы, она ведь больше говорит о последующем успехе. Но для этого последующего успеха мы действительно должны или согласиться на что-то, или от чего-то отказаться, это неизбежно. Потому что выбор, как пороговое значение между прошлым и будущим. И нам говорят, будущее встречай, в каком бы варианте оно к тебе не приходило. И не пытайся удерживать что-то из прошлого, которое пытается от тебя оттолкнуться. И у вас 2 старших аркана, посмотрите. И это не просто те события, которые на неделе. Старшие арканы чаще проигрываются как минимум недели 3. Давайте раскроем дела, работы, бизнес. Здесь будет что-то и убыстряться. Может быть, поэтому нам где-то говорят, не сиди на месте. Но с другой стороны, если рассмотреть какой-то новый способ взаимодействий, новый вариант решения наших вопросов, проблем, тем, задач, то здесь как раз новость какая-то может буквально ворваться в нашу жизнь, и мы не можем это отложить на потом. И мы вынуждены где-то действовать, идти по ситуации. И не говорить, что я подумаю завтра. Тут думать как будто нет. Не получится отдельно пространство для мыслей вывести, а пространство для действий. Здесь нужно совместить действия и какую-то житейскую мудрость, прозорливость, внимательность и подсказки 6-го чувства. Есть и то, что приходит в движение по этой карте, вы набираете темп. Но если мы сами куда-то мчимся, то мы чаще так пронеслись на полном скаку, и мы чего-то не увидели. Поэтому вам, несмотря на скорость, что-то может убыстряться, решение каких-то вопросов. Так вот, вам нужно с этим провзаимодействовать в каком-то своем темпе. Принимать решения, скорее всего, какие-то вам придется по аркану умеренности. Но если мы про финансы и король Пентаклей, пусть это в позиции у нас выпало, что может помешать. Я бы сказала, не время тратить деньги, что-то глобальное. Просчитывать хорошо, но как будто и просчитать мы не сможем все в деталях на этой неделе. Так, в общем, создать каким-то планом максимум можем, а вот детализировать, скорее всего, будем потом, потому что что-то будет меняться, нам уже об этом сказали. Поэтому умеренность с деньгами. И хоть деньги есть, но где-то гармоничное отношение к денежной энергии
к собственной душе, какой-то баланс, терпение, может быть, в некоторых финансовых вопросах вам буквально помогают. Для кого-то из вас, мои дорогие, что вам помогает? Какой-то переезд, который вы задумали. И значит, тут тоже где-то понять, что да, есть те шаги и пункты, которые я могу просчитать. Но есть и то, как неизвестность, и мне придется с этим столкнуться. И раз есть аркан умеренности, поэтому неплохо иметь заначку, мои дорогие, ну, как минимум, себя не обескровить в плане финансовом, не обесточить. Личная жизнь. Люблю я эту карту, 4 жезлов. Праздник после победы, как 4 столпа. Это карта якоря, уверенности, фундамента. И есть тот человек, на которого вы можете опереться. Может быть, это тот же человек, который находится в энергиях, как ваши. Но, может быть, не на этой неделе. Может быть, и у человека, кстати, изменяются планы. И вам это может добавить каких-то сомнений. Вы можете вдруг засомневаться в ком-то, начать где-то анализировать, кстати, вот по отшельнику, включить вот эту самую мудрость. И тогда слушайте, что вам подскажет интуиция, безусловно. Понимаете, есть какая-то история, которая имеет прекрасное продолжение. Но если вы начнете как-то чересчур раскладывать по полочкам, король Пентаклей такое может, а этому сейчас не время, или это может вам помешать, то тогда вы словно выберете не то направление. И вот эти сомнения, если по поводу какого-то конкретного человека, с которым, к примеру, были какие-то планы, может быть, это ваш партнер по браку, или просто ваш партнер, вы отношения не оформили, но вместе уже что-то планируете. Вот вы можете даже сказанное, планируемое поставить под сомнение. И это не будет правильно, по крайней мере, так вижу я. Потому что либо у человека обстоятельства вокруг тоже могут меняться, вот это важно допустить. Но и для себя-то как раз сохранять эту канву полезно тоже. В нашем турбулентном мире не будет, наверное, все буквально стабильно. Эта история именно личная, мои дорогие девы, она нам обещает хорошее продолжение. Или какие-то дела, которые связаны с домом, с семьей, с домом конкретно, может быть, с вашим жилищем. Здесь тоже что-то приходит в состояние стабильности. Как бы та сфера, за которую вы можете не переживать, по крайней мере, я так вижу. Да, нам не говорят, что будут какие-то перемены. Может быть, для кого-то банально это проиграется как то, что было у вас неделю-две тому назад, где-то оно в этом состоянии и останется. Но карта не говорит о каком-то подвохе. Просто дай время какой-то ситуации самой по себе определиться. Обстоятельствам словно тоже развиться до какого-то определенного предела, когда для тебя будет больше явности какой-то, или какие-то дела, или вопросы, они у вас вырисуются в каком-то более четком формате. Вот этот момент тоже примите к сведению. Карта совет, туз жезлов. Вам придется все-таки из двух вот этих жезлов выбирать какой-то один. Это ваше решение. Но это само по себе решение. Это еще не активные действия. И, может быть, вы знаете, активные действия начнутся тогда, когда вы вот это решение переложите как минимум на бумагу в какой-то план минимум и план максимум, правда? И будете отталкиваться от того, что я буду реалистом. И создать два плана. Если все идет по плану, опять же, а если идет альтернативным вариантом, что я буду делать? И вот тогда нет для вас ничего невозможного. Само пространство пытается вам помочь, мои дорогие девы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.